Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами довольно-таки интересная клиентка. Именно этой клиентке мы рисовали то ли лису, то ли кота. На канале этот ролик был. В общем, клиентка вернулась вот с такими огрызышами и жалуется мне, что у нее покололся свободный край на ногтях. Его пришлось спилить. Она спилила толщину, спилила весь френчик, потому что он посыпался. Я себе вывернула весь мозг. Я всю коррекцию сидела и думала, какого черта, почему так случилось. Может быть, не просох тот замес, который мы ей смешивали. Может быть, еще получились какие-то проблемы. Говорила ей, почему же она не прислала мне фотографию, когда начались какие-то проблемы с ее ногтями. В общем, девочки, сушила себе мозг все 2 часа, пока работала с этой клиенткой. А потом, во время записи на следующую процедуру, выяснилось, что, оказывается, она была последний раз у меня в середине января. То есть в феврале коррекция была не сделана, уже март, уже хороший такой начало марта. Удивительно, почему же с ногтями была проблема. В общем, проблема была не в ногтях, а в перехоженной коррекции. Возможно, где-то небольшие трещинки из-за перехоженной коррекции пошли, которые ее бесили, и она поспиливала все ногти. Поэтому сегодня мы делаем коррекцию. И на этой коррекции, вернее, не коррекцию, мы делаем сегодня наращивание. О чем я говорю? И на этом наращивании я себе поклялась и побожилась на эти руки квадраты больше в жизни никогда не делать. На эти руки квадраты мы с вами уже делали. Я вам рассказывала, что у нас вверх вздернутые мизинцы, которые отламываются на квадратах, потому что перепиливаются в зоне стыка натурального ногтя и подложки. Поэтому, зная этот нюанс, я сразу же укрепляю мизинцы при помощи стекловолокна. Именно оно позволит нашим вздернутым мизинчикам относиться хорошо, даже если вдруг они получатся очень и очень тоненькие. Далее мы решили сделать выкладной белый френчик, потому что приезжает какое-то там дикое начальство, которое может ругаться по поводу дизайна на ногтях. Поэтому выкладываем камуфлирующим акрилатиком удлинение, подпиливаем его красивенько пилочкой и сразу же к нему в стык подстраиваем белый кончик. Теперь же нам осталось все это опилить. Опиливаем сначала явные излишки при помощи фрезера. Понимаем, что акрилатик у нас просох плохо, потому что мы его не просушили. Он забивается во фрезе. Поэтому досушиваем и допиливаемся уже после окончательной просушки.
Поскольку на мизинчиках у нас было использовано стекловолокно, поправляем внутреннюю арочку. И если вдруг где-то у нас на стекловолокне вывалился усик, немножечко спилился не там, где было нужно, подрисовываем его белой красочкой. Ну а теперь на пальчиках, на безымянных делаем дизайн. Дизайн делаем в акварельной технике. Берем белую красочку и растушевываем ее при помощи совершенно абсолютно сухой кисти. Внутри цветочка добавляем очень тоненькие невесомые полосочки, и в принципе на этом дизайн готов. Украшаем серединки наших цветов, добавляем еще точечки блестюшек по поверхности ноготочка и готово! Итак, вот такие ноготочки у меня получились. Больше на эти руки квадраты мы делать не будем. Неинтересно смотрятся эти руки с квадратами. Эти руки намного интереснее выглядят с миндалем. Но, тем не менее, в этот раз квадраты у нас получились. Мы ходим и радуемся. Я же надеюсь, вам сегодня было интересно, надеюсь, вам было полезно, вы узнали для себя что-то новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!